Больница была тихой, коридоры пахли лекарствами, а мягкий свет ламп делал пространство почти нереальным. Ричард шел быстро, почти бегом, не обращая внимания на удивленные взгляды персонала. Его сердце колотилось так сильно, что звук отдавался в ушах. Он был готов увидеть мать спящей или уставшей, но то, что он увидел, открыв дверь палаты, стало ударом, которого он не ожидал никогда. Над кроватью его матери стояла его жена, Сара, подписанная кириллицей как Сара. Ее лицо было искажено мрачным напряжением, а в руках она держала подушку, которой пыталась перекрыть дыхание беспомощной старушки. Мать едва поднимала руки, пытаясь сопротивляться, но сил почти не осталось. Секунда превратилась в вечность. Ричард бросился вперед так быстро, будто мир сузился до одной цели — остановить зло. Он вырвал подушку из рук Сары и оттолкнул ее в сторону, а затем проверил дыхание матери. Она была жива, испуганная, бледная, но жива. Облегчение накрыло его тяжелой волной, но следом пришла ярость, холодная и точная, как лезвие. Сара стояла неподвижно, осознавая, что ее план провалился. Она попыталась произнести оправдание, но Ричард только посмотрел на нее, взглядом, от которого она опустила голову. Он понял все без слов. Ее последствия не интересовали. Ни слезы, ни мольбы, ни объяснения не могли изменить сделанного. Ричард позвал медсестер, поручил охране не подпускать жену к палате, а затем дал распоряжение своему юристу. Их жизни должны разойтись немедленно. Он лишил ее доступа к состоянию, дому, влиянию. Она ушла из его жизни так же быстро, как когда-то появилась, но теперь навсегда и с пустыми руками. Когда в палате наступила тишина, Ричард сел рядом с матерью и взял ее ладонь. Старушка чуть сжала его пальцы, знак, что она чувствует его присутствие. И в этот момент миллиардер понял: все богатство мира ничего не стоит по сравнению с тем, что он едва не потерял. История, о которой позже никто не узнал, была проста. Сын спас мать. И впервые за долгое время Ричард почувствовал, что сделал нечто действительно важное. Не для империи, не для бизнеса, а для сердца, которое любило его без условий.